Слезы за светом. Молчаливое беспокойство Чонгука, скрытая боль Тэхёна. Что на самом деле произошло после того, как камеры остановились на съемочной площадке Coca-Cola Zero? Почему Тэхён, который выглядел таким собранным и профессиональным во время съемок, внезапно расплакался, когда режиссер крикнул «Снято!»? И что увидел Чонгук в тот момент, что заставило его выражение с гордости смениться на глубокое беспокойство? Армии задают бесконечные вопросы. Интернет переполнен домыслами, горем и недоумением. Фильм, который должен был продемонстрировать непринужденное обаяние Тэхёна и его мировую славу, превратился в нечто гораздо более глубокое – историю об истощении, эмоциях и невидимой связи между двумя участниками BTS, которые всегда понимали друг друга без слов. Внезапные слезы Тэхёна после съемок фильма Coca-Cola Zero стали одной из самых обсуждаемых тем в фан-сообществах по всему миру. Это был не просто эмоциональный момент, это было что-то первобытное, словно проблеск за ослепительным образом мировой иконы, которая на несколько секунд позволила миру увидеть свою уязвимость. Все задаются вопросом, почему Тэхён плакал? По словам инсайдеров, присутствовавших на съемках, поначалу все казалось обычным. Съемочная площадка была наполнена смехом и энергией. Команда только что закончила съемку финальной сцены, впечатляющего эпизода, в котором Тэхён, держа бутылку Кока-Кола под ярким студийным светом, выглядел настолько завораживающе, что, как говорят, даже режиссер прошептал «Идеально». Съемочная группа хлопала, ликовала и праздновала завершение того, что ожидалось станет одной из самых иконичных кампаний бренда. Но пока все праздновали, Тэхён не сразу двинулся с места. Он молча стоял, все еще держа бутылку. Его выражение лица было спокойным, слишком спокойным, почти непроницаемым. Затем, без всякого предупреждения, его плечи задрожали. Через несколько секунд его глаза наполнились слезами. Свидетели описывают это как внезапный тихий плач, не громкий и не драматичный, а тот, который случается, когда эмоции становятся слишком сильными, чтобы их сдерживать. Никто не знал, что сказать. На несколько мгновений в комнате воцарилась полная тишина. Затем Чонгук, стоявший рядом, тут же шагнул вперед. Он выглядел таким встревоженным, подало сказать один из сотрудников. Потому как Чонгук бросился к нему, было видно, что это не было запланировано или вежливо. Это было инстинктивно, словно он не мог видеть Тэхёна в таком состоянии. Сообщается, что Чонгук положил руку на плечо Тэхёна и тихо спросил: «Хён, ты в порядке?» Тэхён сначала не ответил, он лишь кивнул, вытер глаза и пытался улыбнуться. Но Чонгук не двигался. Он стоял рядом с ним, пока Тэхён наконец не смог что-то прошептать. Слова, которые, по словам инсайдера, были такими тихими, что их услышал только Чонгук. Для остальных это выглядело как простой момент утешения между друзьями. Но для тех, кто знает историю Тэхёна и Чонгука, общие трудности, долгие репетиции и годы взаимной поддержки, этот молчаливый обмен репликами значил все. Что Тэхён сказал Чонгуку? Почему он плакал сразу после такой идеальной съемки? И почему Чонгук выглядел таким расстроенным, услышав его слова? Это загадка, которую армии не перестают обсуждать. Сообщается, что спустя несколько часов после окончания съемок несколько сотрудников заметили Тэхёна тихо сидящим одиноко на площадке еще долго после того, как все остальные начали собираться. Чонгук оставался с ним, отказываясь уходить, пока Тэхён не встанет. Он не пытался разговаривать, поделился инсайдер. Он просто стоял рядом с ним, как будто молча поддерживал Тэхёна. К тому времени, как они покинули студию, уже наступила ночь. Но, согласно одному из сообщений, Тэхён не произнес ни слова, уходя. Чонгук шел рядом с ним, неся его куртку, изредка поглядывая на него с тревогой. Фаны не знали об этом, пока Чонгук несколько дней спустя не упомянул об этом во время прямой трансляции. То, что началось как непринужденная беседа, внезапно переросло в эмоциональный разговор, когда один из фанатов спросил его, как дела у Тэхёна после съемки в Coca-Cola Zero. Чонгук замолк. Всего на несколько секунд, и затем тихо ответил: «Он отлично справился, возможно, даже слишком. Он очень старался, он был измотягин». Эта простая фраза все изменила. Армии тут же заполонили социальные сети вопросами, что Чонгук имел в виду под «слишком».
Тэхён плакал от физической усталости или от эмоционального истощения? Почему он никому не сказал, что с ним не все в порядке? Как всегда, Чонгук не стал вдаваться в подробности, но тон его голоса говорил больше, чем любые слова. Он не просто восхвалял профессионализм Тэхёна, он раскрывал более глубокую правду о том, как важно сохранять совершенство под постоянным давлением. И, возможно, в тот вечер Чонгук увидел, чего это стоит. За безупречной графикой фильма «Coca-Cola Zero» скрывался человек, который отдал все, что у него было, чтобы создавать красоту для других. И когда фильм наконец закончился, тяжесть этих усилий обрушилась на него в одночасье. По словам неназванного члена съемочной группы, график Тэхёна в дни перед съемками был невообразимым. Он летал между городами на встречи с представителями бренда, репетировал хореографию и участвовал в фотосессиях. Все это время он мысленно готовился к рекламной кампании Coca-Cola, которую лично хотел сделать запоминающейся и значимой. Тэхён ничего не делает наполовину, объяснил член съемочной группы. Он из тех артистов, которые выкладываются на все 120% даже ради 10-секундного кадра. Проблема в том, что он забывает об отдыхе. Чонгук всегда замечал это в нем, поэтому его реакция в тот день была не удивлением, а беспокойством. Знакомое беспокойство, которое он тихо выражал много раз, будь то на репетициях, живых выступлениях или даже в небольшие моменты за кулисами, запечатленные фанатами. Когда Тэхён плакал в тот вечер, Чонгук не видел в нем слабости, он видел того, кто слишком долго все держал в себе. Того, кому нужно было выпустить пар, связанный с жизнью Тэхёна, артиста, перфекциониста, иконы, от которой ждут сияния каждую секунду. Вот почему нежные слова Чонгука после съемок были не просто утешением, а защитой. «Он всегда заходит слишком далеко», — сказал позже Чонгук. «Я сказал ему, что отдохнуть — это нормально, ему не нужно ничего доказывать». Но Тэхён, как обычно, улыбнулся и покачал головой. Он сказал, что просто хотел выложиться по полной. Вот такой он человек. Он радуется, когда людям нравится его работа. Но, думаю, в тот день он почувствовал, что все на него навалилось. Это признание, простое, но душераздирающее, вызвало у армии бурю эмоций. Фанаты начали анализировать каждую секунду закадровых кадров Тэхёна, пытаясь найти признаки его истощения. Некоторые заметили, как он слегка опирался на стену между дублями, или как он улыбался, даже когда его движения оказались тяжелыми. Другие вспомнили его предыдущие интервью, где он упоминал, что иногда забывает поесть или поспать, когда сосредоточен на проекте. Неужели съемка Coca-Cola стала для него моментом, когда все это настигло его? Еще более эмоциональным был тон Чонгука, когда он описывал состояние Тэхёна после съемок. Он тихо сказал: «Когда мы закончили, он просто сидел. Кажется, он пытался не расплакаться, но потом расплакался». Это было не истощение, которое можно снять за один день. Оно было глубже, эмоциональная усталость от того, что отдаешься чему-то в то время, как мир ожидает от тебя оставаться сильным. Образ Тэхёна, молча сидящего на пустой площадке, тихо плачущего, в то время как Чонгук беспомощно наблюдает за ними, стало одной из самых сильных невысказанных историй в истории BTS. Фанаты стали называть это моментом истины, редким проблеском настоящих эмоций, скрывающихся за безупречной репутацией группы. В течение нескольких часов после отправления Чонгука армии по всему миру активно использовали хэштеги Protect Taehyun, Rest Well Taehyun и Thank You Чонгук. Сообщения, полные сочувствия, любви и заботы заполонили социальные сети. Фанаты писали письма и сообщения в интернете, обещая Тэхёну, что будут любить его, даже если он не идеален, даже если ему нужно время, чтобы восстановиться. «Тэхён, твои слезы означают, что ты отдал все. Мы видим тебя. Пожалуйста, отдохни», — написал один фанат. «Чонгук, спасибо, что ты рядом. Ты всегда замечаешь то, что упускают другие», — добавил другой. Именно такие моменты напоминают миру, почему связь BTS ощущается так по-другому, ведь даже в тишине они видят друг друга. Но что же именно произошло в те последние минуты после окончания съемок? Что увидел Чонгук, что так тронуло его? И что прошептал Тэхён ему перед тем, как уйти со съемочной площадки в тот вечер? Слова, которые Чонгук никогда не повторял публично, но которые, похоже, навсегда остались с ним. Следующая часть истории, возможно, откроет самую тихую, но в то же время самую эмоциональную деталь. Ту, которая объясняет, почему голос Чонгука слегка дрожал, когда он позже сказал: «Он так хорошо справился, но он был измотан».
Свет в студии, наконец, погас. Энергия, когда-то наполнявшая съемочную площадку Coca-Cola Zero, сменилась жутким спокойствием, тем, что остается после окончания чего-то важного. Члены съемочной группы все еще двигались, отсоединяли кабели, собирали реквизит и складывали коробки. Но в одном углу царила тишина, которую никто не хотел нарушать. Тэхён сидел молча на небольшом стульчике, все еще в костюме из финальной сцены. Его идеально уложенные волосы теперь были слегка взъерошены, кожа слегка блестела в остаточном тепле студийных ламп. Культовая бутылка Coca-Cola, сопровождавшая каждое его движение во время съемок, теперь безжизненно покоилась в его руке. Образ был поразительным, словно финал фильма, в котором герой, отдав все, наконец отпускает.